Мягкое гудение города снаружи едва доносилось до тихой квартиры. Было почти полночь, но свет в гостиной Чонгука все еще горел. Теплый, одинокий и неподвижный. На стенах висели фотографии, застывшие воспоминания. Смех, застывший во времени. Концерты, что сотрясали мир. Моменты, когда 7 молодых мужчин несли друг друга через все. Но сегодня был только Чонгук. Он сидел на диване, откинув голову назад, безжизненно глядя в потолок. На экране телефона мигало одно сообщение. «Хён, давай встретимся перед моим отъездом завтра». Сообщение от Тэхёна. Простое, мягкое, но тяжелое. Тяжелее, чем Чонгук хотел бы признать. Он перечитал его снова и снова. Слово «отъезд» звенело в его голове, будто было живым. Тэхён уезжал. Не навсегда, не без причины. У него была своя дорога, свой проект, своя глава. Но почему-то это ощущалось иначе, почти как конец. Чонгук медленно выдохнул, потер затылок. Грудь болела тихой, невидимой болью, которую никто бы не заметил. Он поднялся на диване и подошел к окну. Сеул мерцал под ночным небом. Море огней, растянувшееся бесконечно, как годы, что они провели вместе. Он вспомнил их первую встречу. Тэхён неловкий, игривый, с улыбкой слишком широка для его лица. Как он смеялся над вещами, которые никто не находил смешными. Как он всегда замечал Чонгука, даже когда тот молчал. Тогда все было просто. Они были просто детьми с мечтами слишком большими для их маленьких рук. Теперь они мужчины. Все еще мечтают, все еще сияют, но уже под разными небесами. Эта мысль сжала горло Чонгука. Он моргнул, отгоняя слезы, и прошептал: «Почему прощание всегда звучит так окончательно, даже когда это не навсегда?» Кафе, которое выбрал Тэхён, было тихим, спрятанным в уголке Итэвона, вдали от любопытных фанатов и вспышек камер. Когда Чонгук вошел, он сразу увидел его. У окна в лучах солнечного света, что золотили его лицо. Тэхён поднял взгляд и улыбнулся. Так знакомо, будто ничего не изменилось. «Привет, Куки», — мягко сказал он. И в тот момент стены, которые Чонгук так долго строил, дали трещину. «Привет, Хён», — ответил он, стараясь улыбнуться. Они обнялись. Коротко, неловко. Не потому, что не хотели, а потому что не знали, как отпустить хоть на миг. Молчание опустилось между ними. Густое, полное тысяч невысказанных воспоминаний. Общие сцены, смех за кулисами, бессонные ночи в студии, слезы, которых никто не видел. Тэхён сделал глоток кофе, не поднимая глаз. «Я не хотел делать из этого большую сцену. Нам просто нужно немного времени. Обоим». Чонгук кивнул, притворившись, что согласен. Но внутри он кричал, потому что каждый день без Тэхёна казался неполным, будто часть дома исчезла и не собиралась возвращаться. Тэхён смотрел на него еще секунду, слишком хорошо зная его. Но вместо того, чтобы настаивать, просто кивнул. И, может быть, это и ранило сильнее всего. Их тишина громче любых слов. Когда пришло время уходить, Чонгук поднялся первым. «Береги себя, Хён», — сказал он, стараясь звучать легко. Тэхён улыбнулся. Мягко, по-прежнему ослепительно. «И ты, Куки, не забывай есть, ладно?» Такая простая фраза, но ударила прямо в сердце. Когда Тэхён вышел из кафе, Чонгук увидел свое отражение в стекле. Легкая улыбка на губах, но глаза говорили другое. Он пытался улыбнуться шире,
но знал, что прощание изменило что-то. Может быть, все. На следующий вечер Чонгук стоял за кулисами. Перед ним море огней. Тысячи фанатов скандировали его имя. Голоса громкие, мощные, почти оглушающие. Но все, что он слышал — смех Тэхьона в своей голове. Он глубоко вдохнул, поправил наушник. Отсчет в ухе. 5, 4, 3, 2. Музыка началась. Он вышел на сцену. Его мир, его жизнь. Он улыбался, пел, двигался как всегда. Но сегодня все было пусто. Аплодисменты, что раньше наполняли его энергией, теперь звучали отдаленно. Огни слишком яркие. Толпа слишком громкая. Он инстинктивно повернул голову, ожидая увидеть Тэхьона рядом, его улыбку, тот взгляд, когда их глаза встречались на сцене. Но там была лишь пустота. И тогда осознание ударило сильнее, чем прежде. Тэхьона нет. Когда песня закончилась, зал взорвался криками. Океан фиолетовых огней сиял в такт его имени. Он поклонился, улыбаясь. Но под этой улыбкой сердце тихо трескалось. За сценой кто-то хлопнул его по плечу. «Ты был великолепен, Чонгук». Он улыбнулся. «Спасибо, Хьон». Но в гримерке маска спала. Он сел перед зеркалом. На лбу блестел пот, дыхание сбивалось. Не от усталости, а от того, что он слишком долго держал все внутри. Он коснулся отражения и прошептал: «Ты справился, правда? Почему же так пусто?» Ответом была тишина. Он достал телефон. Последнее сообщение Тэхьона все еще горело. «Береги себя, Куки». Он набрал: «Я уже скучаю по тебе». Потом стер. Просто горько улыбнулся экрану. «Ты бы, наверное, просто засмеялся, да, Хьон?» Он нажал на «Воспроизвести» на старом голосовом сообщении. Смех Тэхьона, записанный много лет назад, ночью во время репетиции. Комната наполнилась этим теплым звуком, как эхом, призрака, который не хотел исчезать. Чонгук закрыл глаза, и на мгновение ему показалось, что он снова там, молодой, мечтающий, не один. Дни сменялись неделями, недели месяцами. Мир шел дальше. Фанаты радовались, музыка звучала. Новые проекты приходили и уходили. Но внутри Чонгука что-то оставалось неподвижным. Каждое утро он приходил в студию с тем же упорством, но теперь в нем жила тихая пустота, которую замечали даже продюсеры. «Ты в порядке, Чонгук?» «Да», — автоматически отвечал он. «Просто думаю». Он не говорил, что каждая мелодия напоминала ему Тэхьона. Каждая гармония казалась неполной без его голоса. Иногда он ловил себя на том, что напевает старые песни, что они пели вместе. Стигма превращалась в сингулярити. Каждая нота несла частичку души Тэхьона. Он вспомнил одну ночь на репетиции много лет назад. Они были вдвоем в пустом зале. Тэхьон лежал на полу, глядя в потолок. «Ты когда-нибудь думаешь, как быстро все произошло?» «С дебюта до сейчас?» — рассмеялся Чонгук. «Да», — кивнул Тэхьон. «Иногда кажется, что это сон». Он повернул голову, глядя на него мягкими глазами. «Тогда давай не будем просыпаться». «Хорошо», — тогда ответил Чонгук. «Договорились». Теперь, сидя один в студии, он понял, сон изменился, не закончился, просто стал другим. Он открыл телефон. В сторис Тэхьона короткое видео из Парижа. Он улыбался, окруженный огнями и искусством. Он смотрел дольше, чем собирался. Хотел написать: «Ты выглядишь счастливым», но остановился. Может, страх, может, гордость, а может, просто осознание, что есть расстояние, которое нельзя торопить.
Он тихо прошептал экрану: «Ты хорошо выглядишь, Хьон», и нажал «Сохранить». Ночь была холодной. Дождь стучал за окном в медленном ритме, в том самом, что зовет думать о том, о чем не хочешь. Чонгук сидел за столом. Рядом мерцала свеча. В воздухе пахло кофе, краской и легким ароматом духов, который Тэхьон оставил давным-давно. Он открыл свой дневник, тот, который никто не видел, и начал писать. Не тексты песен, не идеи, просто слова, которые не мог произнести вслух. «Дорогой Тэхьон,